Друзья, всем привет! Сегодня будем готовить пышные, сладкие, воздушные булочки с грушей. Как жаль, что техника еще не научилась передавать запахи. Ведь если бы это было возможно, вы бы уже бежали в магазин за недостающими продуктами. Аромат булочек с грушей способен покорить даже строгого критика. Тесто на булочки у нас будет дрожжевое, поэтому начнем приготовление именно с него. В миску вливаем 100 мл слегка подогретого молока, всыпаем 50 грамм сахара, 7 грамм сухих дрожжей и добавляем 2 столовые ложки муки. Хорошо перемешиваем венчиком. Накрываем тонким полотенцем и оставляем на 15 минут для активации дрожжей. За это время растапливаем 80 грамм сливочного масла и остужаем его. Теперь вливаем масло к дрожжам. И также на этом этапе кладем 100 грамм сметаны, у меня жирностью 20%. Добавляем 2 желтка, пол чайной ложки соли и перемешиваем все ингредиенты венчиком. Далее частями начинаем добавлять просеянную муку и замешиваем тесто. Сначала, когда тесто жидкое, я работаю венчиком, затем венчик убираю и продолжаю работать руками. Также это можно сделать и с помощью миксера, и с помощью хлебопечки. В итоге у меня ушло 400 грамм муки. Важно не переборщить и не забить тесто мукой, поэтому подсыпайте ее понемногу. Если нравится рецепт и вы боитесь его потерять, нажмите на пальчик вверх и добавьте это видео к себе в папку «Понравившееся». Тесто быстро собирается в комок, получается нежным, мягким и эластичным. Но при этом оно не прилипает к рукам. Тесто формируем в шар. Миску смазываем растительным маслом, кладем тесто, накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте до увеличения вдвое. А пока займемся начинкой. Нам нужно 400 грамм уже очищенных от косточек груш. Сорт груш можно брать любой, главное, чтобы они были спелые и мягкие. Груши нарезаем на маленькие кубики. В разогретую сковороду кладем 50 грамм мягкого сливочного масла. Когда оно наполовину растопилось, всыпаем сахар и перемешиваем. Так как у меня сами по себе груши очень сладкие, я положила 50 грамм сахара. Вы кладите его по своему вкусу, но не больше, чем 100 грамм. Теперь всыпаем в масло с сахаром кусочки груш и обжариваем их 3-5 минут, периодически помешивая. Как видите, груши выделяют достаточно много сока. Он нам в начинку не нужен, иначе булочки мы не слепим. Поэтому вынимаем груши из полученной жидкости при помощи шумовки. Теперь к грушам всыпаем 30 грамм кукурузного крахмала и перемешиваем. Начинка готова. Для разнообразия некоторые булочки я решила посыпать штрейзелем. Давайте его приготовим. Для этого в равных пропорциях смешиваем холодное сливочное масло, муку и сахар. Перетираем массу руками и получаем вкусную посыпку. Прошло около часа. Тесто очень хорошо поднялось. Посмотрите, какое оно воздушное. Обминаем его немного руками и перекладываем на силиконовый коврик. С таким тестом мне очень нравится работать. Оно мягкое, нежное
не прилипает к рукам. В общем, от этого процесса я получаю огромное удовольствие. Тесто немного вытягиваем. Разрезаем пополам, чтобы удобнее было с ним работать. И затем каждую половинку делим еще на 4 части. В итоге у нас получится 8 больших булочек. Каждую часть теста скатываем в шарик. Накрываем их пакетом или пленкой, чтобы они не заветривались. Берем один кусочек теста и начинаем с ним работать. Сегодня я хочу вам показать простой способ, как сделать булочки-розочки. Шарик теста раскатываем в небольшой пласт в диаметре приблизительно 13 см. Затем с 4 сторон делаем небольшие надрезы. В центр кладем начинку. Затем берем один край теста и кладем вот таким образом на начинку. Теперь противоположный ей. Также поступаем и с другими частями теста. Каждый раз тесто хорошо закрепляем. Получаются вот такие красивые розочки. Булочки перекладываем на противень, накрываем полотенцем и даем постоять 10-15 минут для увеличения в размерах. Для смазывания булочек 1 желток и 1 столовую ложку молока смешиваем при помощи кисточки. Булочки постояли 15 минут, увеличились в размере. Теперь смазываем их получившейся яичной смесью. А некоторые булочки еще посыпаем песочной посыпкой. Вот и все. Теперь булочки выпекаем в заранее разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут. У меня булочки стояли в духовке 23 минуты. Даем им остыть и подаем с чаем, кофе или молоком. Очень ароматные, красивые, мягкие, воздушные булочки понравятся всем. Начинку можно брать любую по вашему вкусу, но я рекомендую попробовать именно с грушей. Получается безумно вкусно. Делитесь этим рецептом с друзьями, подписывайтесь на мой канал, нажимайте рядом на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и ставьте пальчик вверх, если понравился рецепт. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».